Всем привет, народ! Значит, сегодня хочу показать, как я буду отмывать свой новенький котелок. Он у меня хранится вот в таком вот пакете пока, потому что он весь в масле, весь в смазке. Но это... Так, пакет уберем. Вот, в общем, вот такой вот котелок себе новенький заказал. Это котелок у меня сейчас второй. До этого был еще один, но он потерялся. Очень интересная история, конечно, как он от меня ушел. Ну ладно, речь не об этом. Давайте откроем, посмотрим. Тут даже снаружи вот эта вот смазка. Так, открываем, и внутри вот так вот. Вот такая заводская смазка. Это я не знаю даже что. Какое-то так называемое пушечное сало, что ли. Или солидол какой-то. В общем, смазка консервационная такая. Ну, вряд ли, я думаю, солидол будут для пищевой посуды использовать. Хотя хрен его знает, как у них на складах это все хранится. Вот, и здесь все измазано вот этой смазкой консервационной для того, чтобы это десятилетиями, годами на военных складах все хранилось, без всякой там коррозии, без всякого там какого-то ущерба для металла. Хотя это алюминий, он же не ржавеет вроде бы. Ну ладно. В общем-то и снаружи эта смазка появилась. Все в ней вот тут вот вымазано. В общем. Ну и запах тоже, соответственно, у этой смазки есть такой запах. Ну как раз вот какой-то машинной смазки. Не знаю, что это, чем конкретно это пахнет. Вот, естественно, перед использованием это все нужно отмыть, чтобы не было ни самой смазки, ни запаха, чтобы никакого следа не осталось. Вот, ну и как я это делаю? В общем, котелок это у меня не первый, поэтому уже отмывал я несколько раз такие котелки. Вот, сейчас все покажу, будем его отмывать. Вот, ну и пару слов про котелок. В общем-то, вещь удобная, я в какие-то вылазки с палатками, что-то типа походов, беру его с собой. Ну не этот, другой, точно такой же у меня есть. Вот, в общем-то, удобно что-то на костре вскипятить воды, какой-то еды сварить. Здесь что-то можно погреть, пожарить в этой крышечке. Ну, изначально этот котелок придумывался не для того, чтобы прям конкретно на нем готовить на костре только. Для этого, конечно, тоже он предусмотрен. Вот, а в первую очередь это было как, ну, для столовой, для солдата. То есть сюда какой-то каши положить, сюда супа налить, и все, и пошел есть. Это как тарелка. Просто как две тарелки, для первого, для второго. Вот, но очень популярная тема стала среди всяких туристов, походников, выживателей. Вот, ну действительно удобно, повесил на костре. Порция такая для одного, тут, возможно, для двух даже. Можно сварить себе еды какой-то сделать. Вот, но это удобно для костра, для огня, на огне делать. Если использовать горелку, я пробовал, конечно, не так хорошо, как на круглой посуде. Для горелки лучше использовать круглый котелок, какую-то круглую такую кастрюлину специально. Вот, есть круглая посуда специально для горелок, она будет для горелки лучше. Вот, почему? Потому что вот это вот цветок пламени над котелком, по сторонам он будет выходить. То есть тепло будет бесполезно тратиться, то есть греть будет не дно, а воздух по бокам. Вот, а круглая посуда, она стоит всем дном над огнем, и огонь не тратится, газ не тратится впустую, он греет всю поверхность, все дно. Вот, поэтому для горелок котелок не так хорош. Конечно, он тоже использовал я его, но кипит дольше, чем на круглой посуде, и газа тратится больше, соответственно. Вот, а для огня прекрасно работает. Вот, для облегчения мытья этого котелка сначала нужно будет удалить вот эту всю смазку, жирный слой вот этот, просто его оттуда выгрести вот салфетками, вот, чтобы нам было легче потом уже отмывать. Вот видите, сколько. Ее там просто не жалеют. Сначала удаляем всю вот эту огромную массу. Просто не жалеют эту смазку. Вот такими вот пачками она оттуда достается, и там ее еще много. Еще вот здесь вот тоже нужно, не так сильно тут измазано, но тоже нужно будет протереть. И снаружи все по возможности, все надо сначала вытереть салфетками, чтобы легче потом было отмывать все это. Протираем все хорошенько. Вот здесь вот в этих вот складочках, впадинках тоже нужно все
протереть во всех местах, куда может забиться эта смазка. Постараться ее максимально вытащить отовсюду. Вот эти места, где приклепана вот эта вот ручка, тоже там нужно хорошенько протереть, потому что там в складке вот в эти может забиться смазка. Можно пропустить. Вот, ну сейчас еще пару раз я протру свежими салфетками, но уже котелок у нас такой чистенький получается. Смазка уже почти убрана. Так, значит, теперь нужно это все дело хорошенько отмыть. Я буду использовать старую такую губку, которую будет не жалко потом выкинуть. Вот, использую обычное моющее средство, ну, не ферри, что-то типа того. Вот, ну, любое пойдет, в общем-то. Ну и хорошенько, опять же, промываем весь котелок, крышку, внутри, снаружи, все. Нужно максимально отмыть все остатки этого масла. Вот, протираем все возможные места, куда может забиться, вот в этих местах, где загибается алюминий, там может забиться смазка, там все тоже хорошенько протираем. Воду чем теплее сделаете, тем будет лучше, потому что масло в горячей воде, наверное, все-таки лучше растворяется и лучше отмывается. Вот, хорошенько все протираем, все уголки, все возможные места, где может забиться смазка. Внутри, снаружи, ну и саму крышечку тоже. Вот. Потому что дальше будем проваривать этот котелок в кастрюле, и лишняя смазка нам в этой кастрюле как бы не нужна. Потом придется и кастрюлю промывать от нее. Вот, ну после этого, как отмыли котелок, в общем-то уже на ощупь смазки не ощущается, но небольшой запашок есть, он совсем минимальный остается уже. Вот, в принципе, можно еще так разок-другой помыть с моющим средством, и никакого следа от смазки уже заметно не будет. Но я всегда провариваю котелок в кипятке, в кастрюле, чтобы уже 100% не осталось никакого следа от этой смазки, чтобы уже наверняка. Вот. И после этой проварки я еще раз промываю с моющим средством. Вот. Это 100% уже гарантия от того, что вы не будете есть эту смазку потом. Вот. Ну теперь переходим к проварке. Так, ну теперь берем кастрюлю, заливаем ее водой. Такую кастрюлю побольше, чтобы все влезло, котелок вместе с крышкой туда, чтобы поместился. Вот. Закладываем котелок и кладем крышку. Вот. Ну, котелок только не закрываем, а я просто всунул ее, потому что больше некуда. Там есть промежуток, там внутри вода, все, котелок не закрыт этой крышкой, как кажется. Вот, теперь доливаем воды, чтобы полностью весь котелок закрылся водой. Вот, ну и дальше будем ждать закипания и проварим котелок вот так вот в кипятке, чтобы все масло растворилось, выплыло, ну, отстало от стенок котелка. Вот, правда, кастрюлю придется потом тоже промыть, даже если особо на стенках масла видно не будет, все равно лучше ее с моющим средством промыть, чтобы точно не осталось на ней никаких следов от этой смазки. Вот, ну и после того, как вода закипит, я, минут 5 его варю. В принципе, больше-то и не надо, масло вот это густое, где оно есть, оно растворяется, точнее, размягчается там
всплывает наверх. Вот, котелок должен уже полностью от него очиститься. Ну и после этого можно также промыть с моющим средством еще раз. И уже после этого точно не останется никакой смазки. И запаха тоже у меня уже после этого не остается. Вот, таким образом я обычно все свои котелки от этой смазки очищаю. Мне нравится, в принципе, все хорошо получается. Вот, ну и надо предупредить, конечно, что после этого кипячения краска может местами отойти, немного где-то вспучиться. Ну, то есть немножко может краска повредиться, но это мне как бы не мешает, мне все равно на эту краску, потому что котелок будет использоваться на костре, потом эта сажа будет отмываться, краска и так вся потом будет слезать постепенно, поэтому меня вот абсолютно не волнует то, что будет после кипячения с краской. Но я предупредил, кому это важно, если вдруг, то можно, не знаю, мыть горячей водой просто как-то так. Или просто вместо кипячения больше мыть с моющим средством несколько раз там с горячей водой. Вот, ну и все, достаем, промываем, ну и смотрим, что у нас получилось. Так, ну вот все, процесс, значит, отмывки закончен, котелок отмыт, высушен. Вот, и вот что, значит, у нас получилось. На ощупь внутри котелок весь такой, ну, не скользкий. То есть на ощупь масла никакого не ощущается, скользкости нет, тут такой маслянистый, все сухо. Вот, крышка тоже отмылась, тоже ничего не скользит по ощущениям. Вот, краска, вот здесь вот она немножко вспучилась, когда я его только достал из воды, он был горячий, я поскреб немножко ногтем, краска сошла. Вот, потом, когда котелок остыл, она уже не сходит от того, что ее скребешь ногтем, то есть как-то вот так получается. Ну вот, таким образом я отмываю свои обычные котелки от этой смазки, мне нравится, абсолютно никакого следа не остается. Запаха тоже у меня уже не осталось. Ну, если какой-то запах будет, залить сюда чая, вскипятить. Вот, запах тоже убивается хорошо. Вот, ну на этом, я думаю, все. Все, что хотел, показал. На этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, обязательно делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями. Пишите кучу любых комментариев, это очень сильно поможет развитию канала. Для вас это несложно, а для меня очень большая помощь. А вот рядом с кнопкой подписаться будет колокольчик, его нужно тоже нажать и выбрать вкладку «Все», чтобы получать уведомления о новых видео на канале.